Всем доброй ночи, друзья мои. Вы знаете, я уже не первый раз замечаю, что ритуалы, которые мне даются с трудом снять себя, показать и подарить народу, они самые сильные. Вот эту работу я уже несколько дней пытаюсь снять, и постоянно какие-то помехи, какие-то там чем-то занято, что-то куда-то надо ехать и так далее. Вот никак не дается мне как бы быстрее это снять и подарить вам. Поэтому я понимаю, что это будет очень сильная работа. Это одна из моих любимых работ. У меня есть уже такая лестница, похожая, но она немножко другая. Я заказала специально эту лестницу для того, чтобы подарить вам вот в красивом таком обличии, достойно выполнить и подарить вам эту работу. Чёртова лестница. У нас с вами есть ведьминая лестница. И время от времени нужно подходить и начитывать, усиливать ведьмину лестницу. Кому интересно, откройте, посмотрите. Это испокон веков. Это относится и к наузной магии, потому что там узелки, это относится и к магии денег, магии удачи и прочее. Но мало кто слышал о чертовой лестнице. Чертова лестница пришла к нам из очень древних времен. Она называлась, примерно так же, это просто если так перевести на более такой европейский манер, да, чертова лестница. Вообще называлась лестница духов. Однако я сделала несколько вариантов, и сработала лучше всего именно чертова лестница. Что нужно для этого? Нужно смастерить или заказать лестницу, если хотите, где-то заказывайте. Я люблю, чтобы все было красиво и профессионально, но не у всех бывает возможности, могу понять. Можете сами смастерить эту лестницу. Смастерить лестницу просто, можете там монеты приклеить, ключики, зеркала, как отражатели всего, что в нашем мире происходит, бусинки и прочее, прочее. И самое главное, там должны быть чертики, несколько, не меньше 3. Вы можете их слепить из какого-то материала, вы можете их сшить и посадить, но они должны напоминать тех самых рогатых существ, которые хранители чертогов, хитрые духи. И еще раз напомню, в отличие от анчуток, рожденных в гиблых местах, черти – это хитрые духи, которые спускаются из звездных чертогов, и они помогают в купеческих делах, они помогают, охраняют природу и прочее, прочее. Много у них предназначений. И их начали называть так же, как и их собратьев, можно сказать, похожих, тех, которые гиблые духи, но они анчутки. Но чтобы отличить, значит, мы каждый раз будем напоминать для тех людей, которые не имеют представления. Откройте, посмотрите, пожалуйста, черти, кто они. И я там объясняю более подробно. Итак, вам нужно создать лестницу на ваш вкус или заказать, объяснить, что там должны для вас сделать, какие там, значит, особенности, тонкости. Приклеить туда или приспособить зеркала, ключи, различные там монеты, деньги, бусы, может быть, какие-то серебряные, золотые изделия свои туда прицепить. Вот здесь, например, это знания, да, книги, факел знаний. Это наша ведьмина изба сделана. Это вот чертик тут сидит, тут чертенята такие веселые, деньгами играются или собирают
деньги, ключ знаний, зеркало, значит, это таинственность, да, магия, знак древних знаний, которые скрыты от чужих глаз и прочее. Эту лестницу, которую вы либо закажете у кого-нибудь, либо сами сделаете, но там эти фигуры чертиков должны быть. Еще раз говорю, вы можете их хоть из хлеба слепить, без разницы, но они должны быть, потому что через этот предмет-посредник, через эти куколки, через эти похожие на человека или на иную сущность созданий будут с вами взаимодействовать духи. Им нужно кукольное тело, в которое они вселятся и будут жить в вашем доме, помогая, собирая вам добро. В отличие от ведьминой лестницы, которую время от времени нужно активизировать, а так она висит, и как бы изначально вы уже настроили, заговорили на удачу, и она притягивает эту удачу в вашу жизнь. В отличие от ведьминой лестницы, здесь нужно чаще подходить, и она должна висеть в таком месте, чтобы вы могли дотянуться. Вы должны слегка, коснувшись, значит, рукой, пальцами, слегка так прикоснуться и 6 раз читать этот заговор. Часто. Ну, может быть, вначале каждый день, потом раз в неделю, хотя бы раз в месяц. Потому что чем чаще вы будете читать, тем активнее будет вот этот портал. Что такое вот эти все, значит, алтари, статуи, куклы, какие-то заговоренные там атрибуты, монеты, купюры по всему дому. Вы создаете некую связь с потусторонним миром, вот такие места силы, понимаете, порталы, что в переводе с греческого, если помните, я уже говорила, означают двери, ворота. То есть вот это ваша прямая связь с начальством, можно сказать, грубо говоря. Вы создаете прямую связь с миром духов, которые вас слышат и приходят на помощь. Это места силы, это ваш личный храм в доме, понимаете? Ваша личная связь и усиленное, насыщенное энергией место. Почему кошки любят туда приходить и ложиться на алтари? Никогда не задумывались? Когда делаете ритуалы, обязательно кошки приходят, мурлычат и именно хотят на алтарь лечь, потому что там очень сильная энергия, они это чувствуют. Селятся туда всякие букашки. Недавно показывали на статуэтке Фортуны, значит, осы, что ли, свели гнездо, как они туда проникли. Почему? Она там энергетически насыщена, они приходят питаться этой энергией. Вот как есть, например, места силы в мире, да, или почему люди путешествуют, почему люди едут там, ну, в храмы или в древние некрополь, акрополь, эти места. Ну, они, правда, обладают разной энергией, но в любом случае это места силы. Заряжаются люди, вот, грубо говоря, это зарядка. Это питание, которое дается для того, чтобы дальше суметь, то есть дальше жить. Вы берете жизненную силу. И вот эти вот предметы по всему вашему дому превращают ваш дом в такой живой портал, куда все время стекаются те силы, которых вы призываете. Значит, для тех людей, которые спрашивают, задают вопросы насчет, не мешают ли домовым или духам дома вот те духи, которых мы призываем. Я уже отвечала на этот вопрос. Я вам вообще советую вопросы ведьме и мои ответы. Прослушайте эту серию вообще этих роликов, лекций. Там очень много вы поймете и узнаете для себя. Нет. Домовой – это дух, который следит за домом, за хозяйством, за животными, то есть которые живут в доме, за порядком, за духовным этим состоянием дома. А все остальные духи – это духи, которые не имеют отношения. Они не приходят здесь хозяйничать. Они приходят и селятся, и живут в тех углах, в тех куклах, в тех, значит, атрибутах, куда вы их собираете. Это малые крепостные называются. Но вот из слова крепостные, то есть это ваши личные работники, которые вам помогают в ваших делах, понимаете? Они не вмешиваются в дела домового, они ему никак не мешают. И никакого конфликта не создают.
Они могут даже жить вообще в параллельных реалиях и не прикасаться друг с другом, потому что у нас очень много параллельных реалий вообще, то есть параллельных миров. И все духи, они живут именно, то есть обитают, существуют в своих мирах. Вот вы призвали, они пришли. Вот они будут жить на этой лестнице, никому не мешать и создавать через эту лестницу вот этот портал удачи. А почему именно лестница? Лестница как символ подъема жизни, да, символ какого-то свершения, достижения. Поднимается ваша энергия, сила вверх и достигает своей удачи. Как они должны быть расположены на этой лестнице, решать вам. Без разницы. Как вы хотите, так и делайте. Это ваша лестница. Вот эта чертова лестница, она очень многое поменяет в вашей жизни и в вашей семье. Вы это почувствуете. Оно поглощает энергию отрицательную, перерабатывает в положительную. И самое главное, это денежная лестница, потому что черти в основном, ну, если так грубо сказать, работают на приумножение денег. Они их любят, они питаются энергией денег, поэтому они приносят вам эти деньги, чтобы эти деньги у вас дома были, чтобы они стали причастны к этому процессу и питались этой денежной энергией наряду с вами. Поэтому нужно вешать не высоко, а так, чтобы вы могли подойти. Вы можете к стене там повесить ближе, как бы здесь сзади там есть такая штучка, очень красиво сделана, вообще замечательная. Мастер сделала, которая, впрочем, вот этих чертиков сделала, она, это ее работа. Я ждала долго эту лестницу, чтобы вам снять эту работу. Подходите, слегка касайтесь. Ну, если дети у вас коснутся или там ваши домочадцы, ничего страшного не будет. Желательно, чтобы чужие люди не касались. Но если даже коснутся, конечно, ничего там такого не произойдет. Но желательно, чтобы она сохранила вашу энергию вашей семьи. Не объясняйте никому, для чего эта лестница, почему именно черти там сидят. Это не их дело. Вы идете, слегка касаетесь. Вот просто вот первый же день, как вы создали эту лестницу, или там купили, или заказали, неважно. Вы берете. Да, желательно, конечно, чтобы там были реальные природные материалы, вот, то есть ветки деревьев, да, вот кожа, там деньги, то есть, ну, металл, естественно, и так далее. То есть поменьше там пластмассы и прочее. Ну, какая-то часть от части приходится, нужно, потому что это как работа, в любом случае, чтобы она была устойчивая, дольше. Там есть различные такие химические составляющие, но в основном, чтобы она больше состояла из природных материалов, тогда, конечно, она будет живая, уж прям совсем живая. Итак, что нужно делать? Еще раз касайтесь слегка и 6 раз читайте этот заговор. И вы знаете, я уверена, что эта работа тоже станет один из ваших любимых. Часто касайтесь, оно вам принесет, во-первых, карьерный рост, новые возможности на работе и в ваших занятиях, чем вы занимаетесь. И самое главное – деньги. Они притягивают клиентов, клиентскую базу. Чаще всего к чертям обращались купцы именно для этого. Покупателей тянули к себе. Вот как они работают, эти духи. Они идут по всему миру и всем внушают, что надо именно к вам прийти, что именно ваш товар самый лучший. Это подойдет для людей, которые своим делом занимаются, особенно подойдет. Хотя и для людей, у которых фиксированная зарплата, тоже может подойти, потому что это все-таки карьерный рост, это дополнительные, скажем, подработки и так далее. Денежная лестница, чертова лестница. Давайте вот поближе вам покажу эту красоту. Смотрите, здесь сделана вот эта вот штучка. Повесить вот так. Значит, вот этот вот домик. Сейчас, секунду.
чтобы более четкая картина, да. И вот здесь вот майка моя отражается и рука. Отчасти, ладно. Вот этот чертик. Тут сидит этот красавчик. Деньги, знания, ключ от тайн. Значит, зеркало – это символ таинственности, магии. Хвост свой держит. Это денежки собирают чертики. Там какие чертики стерегут вот именно лестницу. Такие веселенькие. Красиво, правда? Очень уникальная, необычная работа. Ну и изба, собственно говоря. Вы можете сами смастерить, но, еще раз говорю, чертики там должны быть. Можете сами создать. Это же ваша чертова лестница. Она будет выглядеть так, как вам хочется. Или, ну, то есть, как вы сейчас готовы, насколько у вас есть возможность, она так и будет выглядеть. Не в этом суть. Просто дело в том, что когда вы что-то делаете, на что-то наговариваете, что-то заряжаете, что-то там, на что-то начитываете, эти предметы должны вам самим приносить удовольствие, и вам самим должно быть приятно подходить и начитывать, чтобы вы не избегали, потому что оно вам, ну, как-то не очень симпатично, через силу. Не так, так не работает. И кошелек, почему всегда нужно, чтобы кошелек был дорогой, хороший, кожаный, чтобы вам было приятно класть туда деньги. И сундук для собирания денег или, скажем, драгоценностей тоже у вас должны вызывать только положительные эмоции, чтобы вам хотелось открывать и положить туда новые украшения. Понимаете? И телефон должен вам нравиться, чтобы вам хотелось брать в руки телефон и смотреть там, например, людей, которые у вас что-то хотят заказать. Чтобы вы, вот все, что касается вашей работы, вашей карьеры, денег и так далее, у вас должны вызывать положительные эмоции. Вы не должны избегать этих предметов, потому что они вам не симпатичны. Вы не должны через силу к ним подходить. Вы должны делать это с любовью. Вам должно нравиться это. Вот тогда оно вперемешку с вашими приятными, хорошими, впечатлениями и эмоциями, она срабатывает намного сильнее. Точно так же, как и работа, куда вы идете как на каторгу, вам не может принести ни удовлетворения, ни денег. Потому что она у вас вызывает отрицательные эмоции. Согласны? И дом, в котором мы живем, и если мы этот дом не любим, то этот дом не выглядит опрятно, уютно, потому что мы его не любим. А то, что мы не любим, мы это место избегаем. И так далее. То есть вот таким образом. Вот для этого, конечно, атрибуты должны быть очень достойные, красивые, приятно должно быть вам самим к ним подходить. И должно хотеться подходить, желание должно возникнуть. Итак, касайтесь и 6 раз начитывайте. Вначале намного чаще, потом постепенно можно чуть меньше, можно иногда раз в месяц, ну, как хотите. Здесь вообще хотите хоть несколько раз в день читайте в начале. И вы увидите в скором времени, как у вас, ну, отовсюду, из разных источников сначала начнут приходить деньги, предложения, звонки, покупки и так далее, и так далее. Но это все вы увидите сами со временем. А что касается работы, естественно, еще раз говорю, то, что тяжелее всего дается и очень долго не получается снимать, постоянно отвлекают, это значит, эта работа будет один из самых любимых у зрителей. А теперь заговор. Пока люди ночью молились, черти всю ночь дюжились. Просили у священного дуба Лаврентия могучие ветки. Золотой нитью привязали и чертову лестницу создали. На этой лестнице поселилась удача, фартовая доля и везение в придачу. Кто к этой лестнице прикоснется, поднимется до самой вершины удачи. Черти по той лестнице ходят, задом наперед, водят хоровод. Черти скачут на лестнице, пляшут, богатство собирают в мои закрома.
У кого в доме есть чертова лестница, в том доме будет жить добрая вестница. У того будет в доме достаток, у того сундуки полны злата и серебра, там меха и шелка и всякое добро, кошели полны денег, столы ломаются от явств. Дом — полная чаша. Чертова лестница — живая лестница. Черти там ходят, задом наперед водят хоровод и собирают мне богатство. И удачу, и везение в придачу, и да исполнится все в срок. Что хочу, все получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Пока люди ночью молились, черти всю ночь дюжились. Просили у священного дуба Лаврентия могучие ветки, золотой нитью привязали и чертову лестницу создали. На этой лестнице поселилась удача, фартовая доля и везение в придачу. Кто к этой лестнице прикоснется, поднимется до самой вершины удачи. Черти по той лестнице ходят, задом наперед водят хоровод. Черти скачут на лестнице, пляшут, богатство собирают в мои закрома. У кого в доме есть чертова лестница, в том доме будет жить добрая вестница. У того будет в доме достаток, у того сундуки полны злата и серебра, там меха и шелка и всякое добро, кошели полны денег, столы ломаются от явств. Дом — полная чаша. Чертова лестница — живая лестница. Черти там ходят, задом наперед водят хоровод и собирают мне богатство. И удачу, и везение в придачу, и да исполнится все в срок. Что хочу, все получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Пока люди ночью молились, черти всю ночь дюжились. Просили у священного дуба Лаврентия могучие ветки, золотой нитью привязали и чертову лестницу создали. На этой лестнице поселилась удача, фартовая доля и везение в придачу. Кто к этой лестнице прикоснется, поднимется до самой вершины удачи. Черти по той лестнице ходят, задом наперед водят хоровод. Черти скачут на лестнице, пляшут, богатство собирают в мои закрома. У кого в доме есть чертова лестница, в том доме будет жить добрая вестница. У того будет в доме достаток, у того сундуки полны злата и серебра, там меха и шелка и всякое добро, кошели полны денег, столы ломаются от явств. Дом — полная чаша. Чертова лестница — живая лестница. Черти там ходят, задом наперед водят хоровод и собирают мне богатство. И удачу, и везение в придачу, и да исполнится все в срок. Что хочу, все получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Пока люди ночью молились, черти всю ночь дюжились. Просили у священного дуба Лаврентия могучие ветки, золотой нитью привязали и чертову лестницу создали. На этой лестнице поселилась удача, фартовая доля и везение в придачу. Кто к этой лестнице прикоснется, поднимется до самой вершины удачи. Черти по той лестнице ходят, задом наперед водят хоровод. Черти скачут на лестнице, пляшут, богатство собирают в мои закрома. У кого в доме есть чертова лестница, в том доме будет жить добрая вестница. У того будет в доме достаток, у того сундуки полны злата и серебра, там меха и шелка и всякое добро, кошели полны денег, столы ломаются от явств.
Дом полная чаша. Чертова лестница, живая лестница. Черти там ходят, задом наперед водят хоровод и собирают мне богатство. И удачу, и везение в придачу, и да исполнится все в срок. Что хочу, все получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Пока люди ночью молились, черти всю ночь дюжились. Просили у священного дуба Лаврентия могучие ветки, золотой нитью привязали и чертову лестницу создали. На этой лестнице поселилась удача, фартовая доля и везение в придачу. Кто к этой лестнице прикоснется, поднимется до самой вершины удачи. Черти по той лестнице ходят, задом наперед, водят хоровод. Черти скачут на лестнице, пляшут, богатство собирают в мои закрома. У кого в доме есть чертова лестница, в том доме будет жить добрая вестница. У того будет в доме достаток, у того сундуки полны злата и серебра. Там меха и шелка и всякое добро. Кошели полны денег. Столы ломаются от явств. Дом полная чаша. Чертова лестница, живая лестница. Черти там ходят, задом наперед водят хоровод и собирают мне богатство. И удачу, и везение в придачу, и да исполнится все в срок. Что хочу, все получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Пока люди ночью молились, черти всю ночь дюжились. Просили у священного дуба Лаврентия могучие ветки, золотой нитью привязали и чертову лестницу создали. На этой лестнице поселилась удача, фартовая доля и везение в придачу. Кто к этой лестнице прикоснется, поднимется до самой вершины удачи. Черти по той лестнице ходят, задом наперед, водят хоровод. Черти скачут на лестнице, пляшут, богатство собирают в мои закрома. У кого в доме есть чертова лестница, в том доме будет жить добрая вестница. У того будет в доме достаток, у того сундуки полны злата и серебра. Там меха и шелка и всякое добро. Кошели полны денег. Столы ломаются от явств. Дом полная чаша. Чертова лестница, живая лестница. Черти там ходят, задом наперед водят хоровод и собирают мне богатство. И удачу, и везение в придачу, и да исполнится все в срок. Что хочу, все получаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю.